Добро пожаловать на мой канал Любитель Трофеуса, где мы сегодня поговорим об одной удивительной цихлитке. Если вы интересуетесь аквариумистикой и разведением рыбок, то этот контент точно для вас. В этом видео мы рассмотрим виды Трофеуса, их поведение и кормление, особенности разведения и многое другое. Оставайтесь со мной до конца, чтобы узнать все тонкости и секреты этой удивительной рыбки. Начну со своей истории. Примерно лет 35 назад, проходя по птичьему рынку с отцом, я увидел удивительную красивую рыбку. Она была черная и усыпана мелкими звездочками. Мы остановились, засмотревшись на это чудо. Я даже не мог подумать тогда, что в моем детском сознании зародится мечта, к которой я упорно стремился день за днем, год за годом, о создании своей разводни, в которой будет эта замечательная рыбка. Я осуществил мечту и теперь успешно развожу ее и много других цихлит. Но сегодня будет речь о трофеусах. Рыбки, которые завоевали мое сердце. Озеро Танганьика, входящее в группу Великих Африканских озер, стало родоначальником большого количества видов рыб. Одних из самых красивых рыбок в аквариумистике. Сегодня мы поговорим о трофеусах, известных жителях этого африканского озера. Трофеус – род пресноводных лучеперых рыб и семейство цихловые. В настоящее время включает в себя всего 6 видов и огромное количество цветовых морф, которые обычно называются по ближайшему населенному пункту, где были пойманы первые экземпляры. Все виды – эндемики озера Танганьика, расположенного в Восточной Африке. Трофеусы являются вегетарианцами. Основу рациона составляет водорослевое обрастание, которое рыбки соскребают со скалистых пород. Для них характерна забота о потомстве. Все самки вынашивают икру во рту. Требуют определенного опыта из-за особенностей условий, необходимых для содержания, и враждебной агрессивности. Хорошо подходит для содержания в аквариумах от 300 литров. Важно учитывать, что близкие виды трофеусов могут легко скрещиваться между собой. Поэтому в одном аквариуме лучше поселить представителей только одного вида. Вот таблица, на которой указываются, какие морфы скрещиваются, их не следует содержать вместе. Основное правило содержания трофеусов – никаких экспериментов с водой и кормом. Для них очень важна и стабильность условий и кормления. Трофеусы обладают умеренно удлиненным телом, которое сужается к задней части и покатой линии лба. Голова крупная, с большими глазами, спиной плавник невысокий, но тянется по всей спине, хвост не рассеченный. Окраска трофеусов крайне разнообразна. В зависимости от региона обитания выделяют большое количество цветовых морф. Для некоторых видов наблюдается кардинальное изменение окраски с возрастом. Размер взрослых особей варьирует от 8 до 16 см. Поговорим о содержании трофеусов. Трофеусы требуют для комфортной жизни просторные аквариумы, и идеальным будут емкости от 300 до 1000 литров. Аквариум должен быть оборудован крышкой. Для фона хорошо подходит однотонная голубая пленка или внутренние фоны, имитирующие скалы. В качестве грунта используется песок с фракцией от 1 до 2 мм. Трофеусы хорошо смотрятся среди нагромождения камней, из которых образуется много пещерок и укрытий. Но не забудьте оставить место для плавания. Трофеусы предъявляют высокое требование к качеству воды. Аквариум необходимо оборудовать мощным внешним фильтром и еженедельно подменивать до 30% воды от его общего объема. Поскольку вода в озере Танганьика насыщена кислородом, требуется остановка компрессора. А для поддержки комфортной температуры понадобится терморегулятор. Освещение трофеуса предпочитают яркое, продолжительностью 12-14 часов. Оптимальные параметры воды для содержания: температура 24-27, кислотность 8 на 9,5, жесткость 8-25. Представители рода Трофеус отличаются агрессивностью. Направлена она прежде всего на представителей своего вида. Межвидовые стычки возникают редко. В аквариумах трофеусы образуют замкнутые группировки. Это означает, что уже к сформированной группе невозможно подсадить новую особь. Она будет уничтожена сородичами.
Рыбки из группы хорошо знают друг друга и легко отличают чужаков. В стае наблюдается жесткая иерархия. Поговорим о кормлении. Природный рацион трофеусов представлен в основном растительной пищей, разнообразными водорослевыми обрастаниями. Поэтому и в домашних условиях рыб необходимо кормить преимущественно кормами с высокой долей растительных компонентов. Пищеварительный тракт трофеусов очень длинный, приспособлен для переваривания плотных оболочек растительных клеток. Длительное кормление белковыми кормами приводит к застою в кишечнике и его деформациям. Важно знать, трофеус склонен к перееданию. Не допустите этого. Расплата – гибель рыбки в большинстве случаев. Ученые считают, что песок также участвует в процессе пищеварения этих рыб. Видео, как я кормлю трофеусов, оставлю ссылку ниже в описании. Разведение. Половая зрелость у трофеусов наступает довольно поздно, в возрасте около 2 лет. Разведение возможно без отсаживания самки в отдельную емкость, так как рыбкам свойственна забота о потомстве. Нерестятся трофеусы обычно над камнями. После икрометания самка собирает икринки в рот. Количество икринок у трофеусов совсем небольшое, всего от 5 до 20 штук. Это связано с тем, что горловой мешок самки имеет ограниченные размеры. Инкубация икры длится порядка 4 недель, после чего на свет появляются крупные сформированные мальки, способные сразу питаться циклопом. В отличие от малавийских цихлид, самки трофеусов питаются, пока икра развивается. Поэтому необходимо проявлять осторожность. Испугавшаяся самка может случайно съесть потомство. Что я хочу сказать, разведение трофеусов не проблематично. В основном долго ждать их полового созревания. Хочу рассказать о видах, которые есть у меня. Трофеус дубаиси или трофеус звездчатый. Вид распространен в северной части озера. Звездчатые трофеусы обитают в скалистых районах на глубинах до 30 метров. Живут небольшими группами. Обычный размер рыб не превышает 12 сантиметров. Удивительной особенностью вида является кардинальное изменение цвета по мере взросления. Окраска звездчатого трофеуса очень необычна. Полностью черное тело, усеяно белыми точками. За подобный окрас рыбки и получили свое видовое название. Именно этот трофеус повлиял на создание моей разводки. Однако по мере роста цвет начинает меняться. Голова у рыбки синеет. За жабрами появляется широкая поперечная полоса белого или желтого цвета. Точки сливаются, а потом полностью исчезают. Это один-единственный вид, который не скрещивается с другими видами трофеусов. Содержать лучше всего крупными группами, от 10 особей, чтобы снизить внутривидовую агрессию. Вид агрессивный, но только к своим сородичам. К другим же соразмерным цихлидам относится спокойно. Трофеусы колла. Одна из самых популярных разновидностей трофеус мура. Основной окрас тела коричневый или черный. От жабр до хвоста проходит широкая поперечная полоса ярко-желтого цвета. Размер взрослой особи не превышает 14 см. Самки мельче, их спинной плавник более низкий. Рыбка территориальна и агрессивна. Лучше содержать небольшими гаремами с преобладанием самок. Хорошо сочетаются с цихлидами других видов, подходящих по размеру. Трофеус бемба. Трофеусы бемба имеют черную окраску тела с поперечной полосой неправильной формы красного цвета. Размер рыб достигает 12 см. Трофеусы бемба – агрессивные рыбы, но их агрессия обычно ограничена внутривидовым противостоянием между самцами. В связи с этим нужно избегать совместного содержания более 2 самцов. Это существенно сократит количество конфликтов между ними. Возможно содержание трофеусов бемба в общем аквариуме с другими соизмеримыми по размерам рыбами, которые смогут постоять за себя в случае необходимости. Трофеус малеро. Трофеус малеро в природе
обитает у побережья Маляру, благодаря которому он и получил свое название. Рыб можно встретить среди скалистых берегов, на границе с песчаными дюнами, на глубине от 1 до 5 метров. Голова Трофеус маляро окрашена в темно-красный или бордовый цвет. Такого же цвета грудные плавники и хвостовое оперение. На хвосте имеется темное пятно, которое выделяется с ярко-красной окраской спинного и анального плавников и брюха рыбы. Самцы крупнее самок. Безошибочно определить пол рыб можно по генитальным папиллам, которые у самцов маленькие, а у самок значительно больше. Размер рыб достигает 14 см. Эти рыбки очень популярны среди аквариумистов. Трофеусы маляро, как и все трофеусы, рыбы агрессивные. Чтобы уменьшить агрессивный пыл, рекомендуется содержать их большими группами, состоящими из 12 или более особей, с преобладанием самок. Итак, подытожим. Основное правило – никаких экспериментов с водой и кормом. Для них очень важна стабильность условий кормления. Можно ли совмещать с другими видами рыб? Я совмещаю, опираясь на те виды, которые так же, как и трофеусы, питаются больше растительным кормом. Как кормить белковым кормом? Тут с советами нужно быть осторожным. Каждый трофеусник обжегся, применяя белковый корм. И к такому виду кормления надо отнестись с особой осторожностью. Я кормлю фаршем 2 раза в неделю. Вы можете посмотреть видео кормления фаршем. Ссылку оставлю ниже в описании. Запомните, трофеус – это активная рыбка. Она носится по аквариуму без остановки. Я не знаю, сколько времени можно провести, наблюдая за ней. Если трофеус не активен, прячется, стоит на месте в одной точке и делает колебательные движения, если отказывается от корма, а они любители поесть, то с ним что-то не так. Тогда обращаем внимание на экскременты. Если они молочного цвета и нитеподобные, ваша рыбка заболела и срочно требует лечения. Помните, трофеус не прощает ошибок, поэтому новичкам, которые решились обзавестись стайкой, надо это знать. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что вы получили полезную информацию о трофеусах и теперь знаете, как их правильно содержать в аквариуме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте их ниже в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал «Любитель трофеусов», чтобы не пропустить будущие видео о популяции видов цихлид и других увлекательных темах из мира аквариумистики. До встречи, всем добра!